Что выгодно отличает резидентство в Эмиратах от резидентства в Европе, в США? Процент отказов, он здесь практически нулевой. С судимостью в России. Если есть какой-то, наверное, международный розыск или что-то такое серьезное человек натворил. Интерпол, вот это вот все, когда с мигалками ищут тебя, то тогда уже нигде не получится этого. Всех приветствую на канале Релокод, меня зовут Максим. Сегодня мы с нашими гостями из Дубаев поговорим про сами Дубай, про Арабские Эмираты с точки зрения бизнеса и с точки зрения проживания с семьей, бытовых каких-то моментов. Здравствуйте, господа, представьтесь, пожалуйста, и расскажите коротко о себе. Чем вы занимаетесь, еще тоже вот интересно. Максим, приветствую. Наверное, с себя тогда начну. Меня зовут Надар, я генеральный директор дубайского офиса компании Аватера. Не первое уже наше интервью, много про себя рассказывали. Так, в двух словах, начинали больше 20 лет назад в России как лингвистическая компания, занимались переводами, локализацией. Со временем разрослись, открыли, собственно, инвестиционную компанию, консалтинговый бизнес и, собственно, переместились в Дубай. Работаем здесь, помогаем бизнесменам, да и в целом физическим лицам без бизнеса, приезжать сюда, релоцироваться, открывать здесь свое дело, получать фриланс-визы, просто хорошо проводить время в Дубае с пользой. Здорово, отлично. Да, меня зовут Никита, я ведущий эксперт дубайского офиса компании Аватера, отвечаю за все, что связано с релокацией, с консалтинговым нашим направлением, вот, ну и не только, и легализация, и переводы, вот, все это вот мы. Хорошо, здорово. Тогда начнем, пожалуй, с моих вопросов, я подготовил вопросы. Как переехать в Дубай и как там легализоваться в 2022 году? Давайте, наверное, я начну, если никто не против. В общем, на данный момент, как и, в принципе, и до этого, переехать в Дубай можно несколькими способами. Самый простой, но не самый дешевый, это открыть компанию. На открытую компанию можно получать визы, открывать банковские счета себе, сотрудникам, семье. Второй способ, это самый дорогой, но при этом и приятный, это купить здесь недвижимость стоимостью от 750 тысяч дирхам. В долларах это примерно 206 тысяч. Третий способ для фрилансеров, собственно, имеет говорящее название, да, это получить фриланс-визу. Тоже она дается на 1 либо на 3 года. И также позволяет перевозить сюда семью. И также один из последних популярных способов – это просто устроиться здесь на работу. При этом важно именно, что этим способом лучше пользоваться, если человек действительно устраивается куда-то на настоящую работу, потому что fake employment — это тема довольно щепетильная. Здесь прибегать к ней стоит только в самом крайнем случае. Замечательно. Спасибо большое, Никита. Как стать вообще резидентом Арабских Эмиратов? Есть ли такая возможность? И какие сроки получения ВНЖ? Ну вот, собственно, я перечислил только что все способы основные, как можно стать резидентом Эмиратов. Пройдя по одному из этих путей, вы получите право на визу от 1 до 10 лет. Стандартный срок визы — это 3 года. Нет, вру, 2. Сотрудник получает визу на 2 года в компании. Учредители во фризонах получают визу на 2 года. Учредители на мейнленде все еще, по-моему, 3 года. Но вот сейчас визовые процессы меняются. Будем следить за обновлениями. На 1 год может получить визу фрилансер. Он же может получить ее и на 3 года за дополнительную плату. И те, кто покупают недвижимость, могут рассчитывать на визу на 3 и на 10 лет. На 10 лет, чтобы получить визу золотую на 10 лет, нужно купить недвижимость на сумму от 2 миллионов дирхам уже, да, это 550 тысяч долларов примерно. Вот. Сама виза оформляется довольно быстро, главное получить основания для получения этой визы, да, то есть открыть компанию, устроиться на работу и так далее. Визовый процесс, как правило, занимает не больше 3 недель.
в зависимости от юрисдикции, в зависимости от типа визы. Да, то есть стандартная рабочая виза, виза учредителя или семейная виза оформляется приблизительно за 2-3 недели. Это именно от начала и до получения пластиковой карточки. Резидентом вы становитесь чуть пораньше, на том этапе, когда у вас выходит именно виза, которую либо клеят в паспорт, либо выпускают электронно в некоторых юрисдикциях. Я тут чуть-чуть дополню, что выгодно отличает резидентство в Эмиратах от резидентства в Европе, в США. Это скорость, вернее, помимо скорости, это процент отказов, он здесь практически нулевой. То есть нет такого, что если сравнить с Европой, с теми же самыми стартап-визами, нужно ждать, нужно получать одобрение, это может, насколько я знаю, стягиваться на несколько месяцев, и в итоге будет получить отказ можно. А в Эмиратах такого нет. Вот за всю нашу практику никому еще не отказывали, если у вас там с душой нет каких-то грешков, преступлений или чего-то еще, не отказывают, какой бы бизнес вы здесь не открывали. Вот это, конечно, то есть просто надо заплатить деньги, вот и все. А люди, может быть, вы сталкивались с такими моментами, люди с судимостью в России, возможно, погашенные, вообще такие появлялись кейсы у вас? Чтобы, да. То есть были какие-то судимости, да? И то есть все равно, то есть есть одобрение, да? Да, на этапе получения резидентства практически не проверяют. То есть, если есть какой-то, наверное, международный розыск или что-то такое серьезное человек натворил... Интерпол, вот это вот все, когда с мигалками ищут тебя, то тогда уже нигде не получится этого. На самом деле, мы узнали о том, что у одного из людей есть судимость, только когда начали счет открывать. Точнее, была закрытая судимость. Вот. До момента открытия счета мы даже представить себе не могли, что там что-то такое было. То есть, да, и не просто счета, а корпоративного счета, который в целом проверяют более строго, человек на тот момент уже получил резидентство, по-моему, уже личный счет был открыт, я не помню. Только на этапе корпоративного счета, где реально идет очень жесткий глубокий комплайнс, только там это выяснилось. Но, собственно, даже там ему в счете не отказали, просто просили предоставить дополнительные документы, и занести еще чуть-чуть денег. Судимые люди не самые распространенные, пласт людей, которые интересуют наших зрителей, но вот, например, семьи. Как переехать с семьей? И вообще, понятно, что открывать бизнес в Дубае стало гораздо приятнее, и вообще очень все здорово в этом плане. Но вот жизнь с семьей и переезд, самое главное, с семьей. По резидентству тоже хотелось бы узнать. Дают ли им резидентов? Но тут я бы на две части разделил этот вопрос. Резидентство дают, это не проблема, если у вас супруга или супруг и дети от этого брака, то есть если там нет нюансов в виде того, что там ребенок от предыдущего брака или еще что-то, то проблем абсолютно никаких нет. Особенно если дети несовершеннолетние, оформляется так называемая family виза. Эту визу можно оформить на мужа, на жену, на детей и совершенно спокойно здесь находиться. Виза действует ровно столько, сколько действует ваша виза, будь то спонсорская виза, будь то виза инвесторская, то есть будь то виза на покупку недвижимости и так далее. Если детям больше 18 лет, девушкам можно оформлять семейные визы, мужчинам уже нельзя. Тут подразумевается, что мужчина после 18 должен работать, поэтому, соответственно, может получить только рабочую визу. И еще студенческую визу. Да. Но в целом сам процесс получения, если мы представляем такую, достаточно стандартную ситуацию, муж, жена, дети несовершеннолетние, то абсолютно всем, абсолютно без каких-либо проблем дают эти визы. Но вторая сторона вопроса, это, собственно, проживание здесь, может, чуть вперед забегу, да, и если, например, сравнивать с Москвой, то, учитывая текущий курс и учитывая то, что вот в той же Москве цены существенно поднялись, сейчас стоимость жизни плюс-минус одинаковая, в том числе аренда, например, квартир, учитывая то, что здесь в целом средний уровень квартир выше, а сама по себе аренда ниже, продукты какие-то дороже, какие-то также. В целом, если переезжать сюда одному или с супругом, с супругой, можно жить так же, а то и дешевле, чем в Москве, то вот, когда переезжают дети, все принципиально встает с ног на голову, меняется, потому что школы, детские сады, университеты, это все здесь платно и стоит значительно дороже,
чем в России в целом, в Москве в частности. Ну, вот самая такая дешевая школа в год будет обходиться не меньше $4000. Может быть, конечно, это не самая большая сумма, особенно если там для бизнесменов, но когда сравниваешь это с нулем, чаще всего в России, конечно, кусается. Ну, а так нормальные школы, там, 5-6 тысяч долларов и до 10, до 20, там, до бесконечности доходит, в зависимости от уровня школы, университета и так далее. Хорошо, Надарий, спасибо большое. Вернемся к ВНЖ и вообще, какие нужны документы? Вот именно хотелось бы услышать именно по документам. Все ли сложно или достаточно простой пакет документов для подачи на резидентство? Ну, для подачи на резидентство учредителя, сотрудника, ну, то есть спонсора, да, условного, на которого будет потом семья оформляться, нужен только паспорт и фотография 3:4. Вот. Блин, я вопрос даже дольше задавал, чем ответ прозвучал. Вот. Это именно чтобы получить ВНЖ, да, и мы не говорим сейчас об открытии счетов, об открытии компаний и так далее. Даже для открытия компаний тоже нужно паспорт и фотография. Если человек устраивается сюда сотрудником, то может потребоваться легализованный диплом о высшем образовании, бакалавр или магистр. Со специалитетом проблемы, арабы не понимают, что это такое, но тоже за доп. Денежку проходят. Вот. Но нужен, если человек устраивается на работу именно высококвалифицированным сотрудником, а здесь практически все профессии считаются высококвалифицированными, нужен, в общем, при любых обстоятельствах лучше иметь легализованный диплом, так скажем. Для семьи также помимо этого, помимо загранпаспортов действующих и фотографий 3:4, нужны еще легализованные свидетельства о рождении для ребенка и свидетельства о браке, о заключении брака для супруги, супруга. Плюс, если приезжает человек в разводе, если второй родитель где-то, то нужно также легализовывать свидетельство о разводе и нужно получать согласие от второго родителя на выезд и проживание детей за границей и его также легализовывать. Вот. Тут уже немножко посложнее. Надо смотреть просто конкретный кейс. Если там все стандартно, то просто легализуются все свидетельства, которые есть о браке, о рождении, и оформляются. Ну, бюрократия достаточно простая по сравнению с той же Европой, потому что в Европе посложнее, и пакет документов гораздо сложнее собрать, чем здесь, я так понимаю. Хорошо, а вот в плане получения гражданства, есть ли перспективы вообще в целом? Если вы не Павел Дуров, то нет. Гражданство здесь не дают абсолютно никому. В целом у них есть достаточно жесткая политика в этом отношении, потому что самих именно коренных жителей Эмиратов, этнических Эмирате, если их так можно назвать, их что-то типа там 1,5 миллиона, по-моему, боюсь сейчас ошибиться, и они, в общем, боятся, что если начнут раздавать гражданство направо-налево, их станет еще меньше, в целом получить гражданство нереально, если только нет каких-то совсем выдающихся прям достижений. Ну вот, например, основатель компании Эмар, это крупнейший застройщик, вот они, собственно, построили Бурдж-Халифу, самое высокое здание в мире. Вот он этнически не является эмиратцем, но получил гражданство. Но вот, собственно, вот на таком уровне, если у вас есть какие-то достижения, да, можно претендовать, но понятное дело, что это совсем единицы, там меньше 1% от потенциальных соискателей его могут получить, поэтому о гражданстве здесь можно не задумываться. Хорошо, давайте поговорим о бизнесе немножечко. Насколько просто вести вообще бизнес в этой стране? Потому что открыть компанию, возможно, не так сложно, да, как показывает практика, а вот развивать бизнес и вести его бизнес внутри Эмиратов, насколько это сложно сейчас? Тут опять-таки на две части можно разбить ответ. Если мы говорим о бюрократическом аспекте, то все достаточно просто. То есть на старте придется чуть помучиться, чтобы там собрать все бумаги, открыть банковские счета, а потом еще пройти комплайнс, потому что первые платежи проходят. Вот этот самый комплайнс достаточно геморройный и тяжело бюрократический. Но после того, как это все сделано, сама по себе юридическая часть очень простая. Опять-таки все это сводится к тому, что нет налогов. Ну, вернее, есть вот 5% НДС и этот вот новый анонсированный 9% на годовую прибыль, его пока нет. Собственно, и за счет этого это и бухгалтерия упрощается, меньше следят за вашими тратами, меньше требуют
меньше требований к ежеквартальным, ежегодным отчетностям. В общем, это все достаточно просто. И чем более у вас понятная бизнес-модель, то есть, например, если вы приехали открываете какую-нибудь IT-компанию или там, торговую компанию, которая продает какие-то понятные вещи, типа мебели, там, одежду или еще что-то, это все максимально просто, никаких заморочек нет. А вот когда речь идет непосредственно о развитии бизнеса, да, как вы спросили, то есть на наработку новых контактов, поиск клиентов и так далее, это здесь, конечно, очень тяжело. Я не думаю, что это касается только Эмиратов, в целом касается всего Ближнего Востока. Восток, в принципе, дело тонкое, как говорят, и это действительно так. Здесь каждый второй пытается обмануть, а каждый первый пытается обмануть только более легально, скажем так, через какие-то такие вот двусмысленные формулировки, через какие-то обещания, которые вроде как он дал, но вроде как он добавил «иншаллах», то есть это как даст Аллах, а может быть он и не даст, и это касается абсолютно всего, до самых высоких уровней, то есть совершенно генеральный директор какой-нибудь нефтяной компании, с которой у вас договор, может сказать, что там «иншаллах, мы подпишем на $100 миллионов договор в следующем месяце», и в итоге этот договор будет не в следующем месяце, а через полгода, и не на 100 миллионов, а на 100 тысяч. Вот это, конечно, очень тяжело, к этому очень трудно привыкать. Добавьте к этому то, что здесь в целом инфраструктура... Опять мы сравниваем в основном с Москвой, потому что сами приехали из Москвы в свое время. IT-инфраструктура просто очень далеко позади. То есть если сравнить, там даже как финтех здесь развит, да, онлайн-банкинг, что угодно еще, это все лет на 10 отстает от Москвы. Если смотреть на сервис, на качество обслуживания, на услуги для бизнеса в том числе, все это здесь в таком, не то что в зачаточном состоянии, конечно, как-то развито, но когда ты привык в Москве, что ты, например, ищешь маркетинговое агентство себе, пишешь 10 агентствам, а тебе отвечают 15, потому что те еще кого-то подключили, то здесь, конечно, наоборот, там, 10 ты написал, тебе ответят, там, дай бог, 2-3, и то через неделю. И в этом плане все медленно, все долго. Есть здесь так называемый хабиби бизнес. Это реальный термин, который здесь используют, когда, собственно, заключается в том, что тебе нужно все время искать людей, все время о ком-то с кем-то договариваться, все время дарить какие-то подарки, не взятки, а подарки — это ключевое. Это важно, очень ключевое отличие. И, соответственно, это, конечно, много кого останавливает. Очень большое количество компаний открывается и через год закрывается, потому что просто не вывозит вот этот вот местный менталитет. Но скажу с позитивной точки зрения, для тех, кто приспосабливается к этому, адаптируется и начинает учиться в этом жить, пытается то, к чему привык у себя дома, и пытается вот насильно навязать тут, то тем людям страна очень благоприятна, благодарна и помогает зарабатывать. Это на самом деле так. Так что тяжело, но те, кто вот с этим справляется, в итоге достигают успеха. Ну, как говорится, легко нигде не бывает. То есть, если ты открываешь бизнес, условно говоря, то ты должен быть готов к трудностям, потому что тем более в другой стране. Я думаю, тут, да, исчерпывающий ответ. Спасибо большое за ответ. Господа, расскажите немножко про коррупцию в Арабских Эмиратах. Есть ли вообще... Тут важный момент, да? Это не коррупция, это подарки. Остановил тебя полицейский, и ты что-то нарушил, да, ты ему даришь подарок и говоришь, что это, это подарок. Не надо. Он уже не расценит это как подарок, я полагаю.